Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на февраль 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать это интересное время. Февраль у нас будет месяцем мощным, ярким, сильным, и все будет зависеть, конечно же, от силы духа каждого отдельного скорпиона. Да, дорогие, это гороскоп по декадам, все как вы любите. Вы можете смотреть его как по Солнцу, так и по асценденту. Конечно же, будет информация еще общая для скорпионов, которую невозможно поделить ни по тайм-кодам, ни по декадам. Поэтому здесь, дорогие, у нас всего лишь 20 минут. Поехали. Если вы смотрите этот гороскоп по Солнцу, то скорпионы первой декады – это все те, кто родился в октябре. Если вы родились с 1 по 10 ноября, то вы скорпион второй декады по Солнцу. Если вы родились с 11 ноября и до знака зодиака Стрелец, то это третья декада скорпионов по Солнцу. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака Скорпион делите на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, тогда вы первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. И если ваш асцендент попадает с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада Скорпиона по асценденту. Ну что, дорогие, полнолуние 1 февраля, разворот Урана, Сатурн меняет знак, переходит в Овна, и коридор затмения на растущем лунном цикле, в котором у нас есть ретроградный Меркурий. Можно сказать, что еще бы нам несколько каких-нибудь астрономических событий, и тогда у нас будет вообще полная вишенка. Но скажу честно, что аспекты, вот если вы смотрите астропроцессор у меня, черные аспекты – это напряженный, красный – это гармоничный, движение, сила, мощь. Вот такая у меня настройка, поэтому привыкайте. Все, что красное, это наоборот хорошо, если это вы видите какую-то фигуру, это говорит о том, что очень много силы, мощи и энергии, тем не менее, на этот месяц у нас будет. Начинаем мы февраль 1 числа с полнолуния. Полнолуние во Льве. Кто прочувствует, какая декада скорпионов? Все декады скорпионов, просто у каждого эта история будет работать по-разному. Вообще, про что это полнолуние? Это про меня, про мою гордость, про мое эго, про мое желание жить, как я хочу жить, как я люблю жить. И вообще, в принципе, канал Льва Водолея – это я, мое ощущение и как я хочу в будущее это применить. То есть как я вот на основе того, кто я есть сейчас, хочу быть в будущем, да, потому что водолейская история – это все про будущее, да. И если скорпионы первой декады у вас квадратура Плутона из Водолея как раз-таки идет, то здесь можно по-разному это смотреть. Там, кстати, еще второй ваш управитель – это Марс в соединении с Плутоном. И здесь история может быть либо разрушительная, либо наоборот история, когда амбиций у вас очень много, и вы движетесь вперед. Кто смотрел мои гороскопы «Осень силы» в 2024 году, «Весна действия» апрель 2025 года, вот там Марс с Плутоном были в других напряженных аспектах, квадратура, оппозиция. А здесь в соединении это вообще самый мощный аспект. Поэтому здесь, дорогие, смотрите, скорпионы первой декады. Понимаю, что финальная петля, понимаю, понимаю, что здесь немножечко устали, но тем не менее находим в себе силы, собираем всю мощь и движемся вперед. Что вы хотите делать в этом феврале? Какой план у вас на 2026 год? В конце этого видео прикреплю гороскоп на 2026 год. Там каждый месяц разложила по декадам, как сложится у скорпионов и вообще какие возможности, плюсы и минусы, как из минуса сделать плюс. Я вообще люблю эту историю. Это история напряжения. И скорпионы здесь обычно сложных вопросов каких-то таких не задают, а можно как-то без этой истории. Скорпионы прекрасники нутром чуют, что нужно это сделать, делают, и получается еще очень даже лучше, чем планировалось. Поэтому здесь скорпионы первой декады. Хорошая история в начале февраля, да и вообще на весь февраль.
как раз таки с первого начать, запланировать себе нечто такое большое, глобальное, грандиозное в свою жизнь, потому что здесь и Плутон в гармоничном аспекте с Ураном и с Сатурном, то есть здесь время и хорошее для каких-то основательных, таких мощных покупок, тем не менее, построение карьеры, личный бренд, здесь работа на будущее, поиски новой работы, да, если вы собрались приобретать недвижимость, там, квартиру, дом, либо же продавать хорошие аспекты. И автомобиль тоже у скорпионов первой декады, эта история тоже будет работать через Плутон и Марс. Поэтому здесь скорпионы первой декады, конечно же, было бы классно, если вот так вот взяли свою жизнь, собрали и стартанули. Проекты, нацеленные на будущее, работа, понять, что в финансах нужно делать больше, и у вас получится это сделать, но я не обещаю, что будет легко. Вы прекрасно и без меня знаете, когда у скорпионов было легко. Поэтому, дорогие, вы не относитесь к таким легким воздушным знакам зодиака, у которых бывает легко. Поэтому здесь, дорогие, при всей ясности вашей и моей, мы движемся дальше. Скорпионы второй декады. На вас это полнолуние отразится как раз-таки такая максимальная история своего эго, я, гордыни. Прям очень сильно взыграет это полнолуние. Плюсом, здесь не для того, чтобы сказать: так, все, я устал, я ухожу, мне надоели вот эти все ответственности ваши, ничего мне не надо, мне хочется вот как-то в легкости, да, потому что будет такая история. Полнолуние для вас, скорпионы второй декады, будет напряжение, чем, например, для первой и для третьей. Ну, у них потому что, в принципе, совершенно другие задачи, да. А у вас именно могу сказать, что полегче из всех скорпионов. Опять же, здесь Юпитер. Но Юпитер тоже добрая планета. Юпитер из знака Рака, второй декады, делает абсолютно гармоничный аспект с Солнцем Скорпиона второй декады. Что такое Юпитер? Юпитер – это повышение своего социального статуса, и это, поверьте, очень гармоничная планета по сравнению с Сатурном. Тоже социальная планета, но Сатурн требует, да, ответственного отношения к своим целям, желаниям, мечтам и тому подобное, да, к работе в том числе, да, к своему телу, организму, здоровью, данным словам. А Юпитер просто говорит: вот ты расширяй свои возможности, делай больше, крутись, договаривайся, мысли масштабней и начинай это делать. И тогда получается, подключая весь свой интеллект, мозг, знания, навыки, коммуникацию со всеми, международную в том числе, тогда получится хорошо. Поэтому выходите за рамки, выходите за масштабы, поднимайте свой социальный статус. Юпитер точно так же здесь про повышение качества своей жизни. И эта история однозначно переезда из неблагоприятного района в благоприятный, либо в более благоприятную недвижимость, потому что Юпитер все-таки идет по раку. И это решение своих вопросов путем имущественных каких-то сделок в том числе, путем расширения семьи, кому-то захочется замуж, жениться, кому-то захочется ребеночка завести. И это нормальная такая история. Очень хорошая история у Скорпиона второй декады, поэтому здесь такие вопросики попроще, да, чем у Скорпионов там первой или третьей декады. Поэтому здесь чем больше вы захотите 1 февраля, тем интенсивнее у вас будет вообще весь февраль. А если вы ничего не захотите, то гармоничный аспект Юпитера очень часто у людей, кто не любит социализироваться, очень всегда проходит просто как какой-то отдых. Можете запланировать себе отпуск, отдых, спокойно провести время, такое гармоничное. Опять же, не могу сказать, что другие знаки зодиака будут находиться в каком-то неком покое. Поэтому все равно напряжение в феврале от людей будет масштабное, новостная повестка будет непростая. Поэтому здесь постарайтесь сделать свой максимум в этом феврале. Тем более мы с вами движемся к коридору затмений. Скорпионы третьей декады. Если говорить про полнолуние, то здесь, конечно же, дорогие, скажу, что у вас все-таки работает очень сильно история с Ураном в последней декаде Тельца, поэтому здесь у скорпионов третьей декады продолжает изменяться. Кто-то скажет разрушаться, кто-то обнуляться жизнь. На самом-то деле это завалы прошлого, и здесь на момент полнолуния Венера находится в соединении с Меркурием в квадратуре с Ураном.
То есть здесь, смотрите, может начать сыпаться Венера. Это и про деньги, и про настроение свое вообще жизненное, нравится мне моя жизнь, не нравится. Это и про любовные отношения в том числе. Меркурий – это про коммуникацию, логистику, транспорт может быть. Здесь даже машина может выйти из строя, потому что Меркурий в квадратуре с Ураном – это вообще, в принципе, автомобильный аспект. Понимаете, о чем я, да? Будьте аккуратны на дорогах, скорпионы третьей декады. И да, отношения могут начать сыпаться, потому что вы давно в них не вкладывались, скорее всего, захочется легкости, потому что у нас до 10 февраля Венера находится в Водолее, а это позиция, когда я не хочу ничего делать. Я хочу свободы, я хочу как в 20, я хочу как в молодости, ничего не решать, не хочу никакой ответственности. Погодите, потому что у нас с 10 февраля по 3 марта Венера будет в знаке Рыбы. В принципе, гармоничная позиция для всех скорпионов, но опять же, когда Венера у нас в Рыбах, это не Венера в Скорпионе. Венера в Скорпионе в водном знаке, когда хочется много всего и сразу, и человек вот пашет, старается ради этого. А когда Венера в Рыбах, хочется пострадать, хочется в депрессивное состояние уйти, либо какие-то розовые очки на себя надеть, как-то вот иллюзорный мир представить. И вот здесь, смотрите, вы будете иллюзорно относиться к своим отношениям, все прощать, или думать, что вот мне хочется немножечко пошалить, и потом как-то вот оно само все уладится, да. Но могу сказать, что у нас 3 марта Венера переходит в знак Овна. Это вообще все тайное становится явным. Могу сказать, что 26 января 2026 года у нас Нептун переходит в знак Овна. И чем разница, когда вот все это было в Рыбах? То есть последние 14 плюс-минус лет очень много наших эмоций мы все держали в себе, и как-то вот было вот нормально. А если вы вспомните, весной 2025 года, когда Нептун первый раз перешел в знак Овна, и вот здесь резко многих прям прорвало, можно это так сказать, да, до 22, по-моему, октября он вернулся снова, Нептун в Рыбы, и опять вроде как все затихли, вот такое состояние стало. Когда у нас планеты переходят в знак Овна, это вообще-то управляет Овном ваш второй правитель Марс, да, и здесь история того, что все становится явным, дерзким, мощным, и нам сложно держать язык за зубами. Вот так. Поэтому здесь смотрите, дорогие, что вы будете делать со своими отношениями. Выбор делает каждый сам свой. Но опять же, если вы в этих отношениях растете, если вы прекрасно понимаете, что сами вот где-то начудили, постарайтесь найти компромисс в феврале. Да, будет сложно, но не невозможно. Но разойтись получится очень легко, потому что когда у нас вот все в Водолее, там и Марс, и Плутон, и Венера, и Меркурий, первую неделю февраля все это в Водолее, вот здесь разругаться получится очень легко, а помириться очень сложно. Вот такая история. Уйти с работы, с которой нам кажется, что мы вот делаем очень много, и нам вот за это никак не платят. Бросить все будет легко. Сложно потом будет влиться в эту историю. Объективно понимаете, оглядываясь на свою жизнь. Если вы сейчас уйдете с работы, чем вы будете платить по счетам? За чей счет вы будете жить? Объективные взрослые вопросы. Да? Если вы сейчас выйдете из отношений, как сложится ваша жизнь объективно? Что вы будете делать? Сколько лет вы в этих отношениях? Понимаете, я о чем говорю, да? При всем при этом здесь, если вы свободны, например, Скорпион третьей декады, то гуляйте, встречайтесь. Ничего ответственного в первой половине февраля не могу вам пообещать. То есть удержаться за какие-то такие отношения. Туда чуть дальше, да, но опять же, там будет у нас присутствовать романтизм. Вот такое настроение у нас будет на начало февраля. Сейчас спросите меня про покупки. Меня всегда обычно любят про это спрашивать. Дорогие, скажу, что этот февраль – это не время для каких-то легких покупок, особенно у скорпионов третьей декады. Дорогие мои, вообще никаких покупок, у вас тут Уран идет в оппозиции, никаких покупок вот таких каких-то инфантильных. Сейчас быстро вложу в какой-то непонятный проект, в какой-то... Я раньше этим никогда не занимался, но мне сказали, что нужно сюда денежку вложить для того, чтобы вот оно все стало классно. Это обман. Вот если коротко, да, просто считайте, будьте взрослыми, как вы распоряжаетесь деньгами. Если вы собираетесь купить
недвижимость приобрести, например, да, у скорпионов это хорошая история приобретения каких-то больших, мощных, основательных покупок. У скорпионов третьей декады, да, потому что Сатурн идет в гармоничном аспекте, тем не менее. Но куда-то вот в такое вот прям непонятное, новое, нестабильное вкладываться нет. Посмотрите сначала, что можно, не вкладывая, здесь делать, и я уже думаю, что во второй половине февраля в коридор затмений все станет максимально понятно. И да, скорпионы второй декады. У вас я не могу сказать, что здесь какие-то истории про покупки, как-то вот оно все получится легко и свободно. И вот сейчас я даже а, прокручу вперед у скорпиона второй декады. Но опять же нет, не могу сказать, не могу сказать. Если только в коридор затмений что-то такое приобретать, либо пишите свои данные, дату, время, место рождения и ваш вопрос, что собрались покупать. Возможно, у вас есть личные транзиты, которые здесь я не вижу. Вы, надеюсь, прекрасно понимаете, все здесь взрослые люди, это общий гороскоп. И у каждого человека, который пишет мне свои данные, вот эта картинка, вот эти все конфигурации, они выглядят по-разному. Даже у близнецов они выглядят по-разному. Понимаете, да, о чем речь? Поэтому здесь очень имеет важная история, дата, время и место вашего рождения. Скорпионы первой декады, я думаю, дорогие, у вас тут история не вложений финансов. Здесь, если какие-то большие, мощные, крупные сделки, то это момент вашей стойкости. Постарайтесь как-то решить этот вопрос без денег. Сейчас скажете, Женя, а разве решаются вопросы без денег? Да легко. Вот здесь скорпионам первой декады как раз-таки нужно научиться без помощи денег свои сохранять. Свои сохранять, не вкладывать ни в какие там какие-то непостоянные, непонятные проекты, истории, но своей силой, мощью пробивать там, популярность, известность на работе, стойкость в проектах, если что-то остановилось. Опять же, про остановки. 4 февраля у нас Уран разворачивается, тот, который делает оппозицию Скорпионам третьей декады. Поэтому здесь Скорпионы третьей декады у вас могут все истории, связанные с Ураном, подвиснуть. Здесь не волнуемся, не страдаем и не переживаем. Все будет хорошо. И все другие декады тоже понимаете, что у других людей могут задержаться какие-то рабочие моменты, вопросы, логистики, все, что связано с Урантом, обучение, образование, онлайн, интернет-связь. То есть вот такая вся глобальная мощная история, да, к которой мы сейчас все привыкли. Поэтому первая неделя февраля будет такой шаткой на контакте, на связи. Имейте это в виду, не ссорьтесь, не скандальте, просто находите лазейки. Идем дальше. Следующее мощное событие февраля, это у нас 14 февраля Сатурн меняет знак. Он переходит из знака рыбы, который был очень потрясающе понятен скорпионом, то есть он делал на протяжении последних 2 лет гармоничный аспект, на котором можно было и карьеру устроить, но если вы сидели, страдали и ничего не делали, тогда понятно, вы упустили этот транзит. Сатурн будет находиться чуть больше, чем 2 года в знаке Овна, и весной, по-моему, это май 2028 года, он перейдет в знак Тельца и уже будет в оппозиции к Скорпионам на ближайшие 2 года. В тот момент, кто не смотрел годовой прогноз, я не помню, говорила я это у Скорпионов или нет, по-моему, у Скорпионов я говорила. У нас на 2028 год такой большой мировой глобальный финансовый кризис, поэтому здесь, дорогие, понимайте, и не только, кстати, финансовый кризис, да. Поэтому понимаете, к какому времени вам нужно будет подложить себе тростиночку. Понимаете, я почему это говорю, да? Поэтому здесь, дорогие скорпионы, 1, 2, 3 декады вообще никак не расслабляемся, движемся. Этот февраль даст нам такой большую взлетную полосу наших возможностей для обретения нашей внутренней опоры, для того, чтобы понять, чего мы все-таки стоим. Идем дальше. 17 февраля у нас включается коридор затмений. Начинается он с новолуния, то есть солнечного затмения в Водолее. С 17 февраля заканчивается 3 марта полнолунием в Деве. Чувствуете историю, да? Полнолунием в Деве, либо же лунным затмением. Так вот, ни начало коридора затмений, ни его окончание, ну, окончание еще ладно, но вот начало коридора затмений для Скорпиона будет вот такой мощной встряской. Так как Скорпион относится к тем знакам зодиака, кто в каких-то вот таких мощных кризисах, встрясках, наоборот, поднимается, идет, делает спокойно, то есть у вас эмоциональный интеллект с этим спокойно справляется, поэтому здесь понимаете,
То, что у нас в Водолее, да, это не та история, которая подходит, например, Скорпионам. То есть и здесь вот такая вот какая-то история непонятная, она может быть нестабильная. Абсолютно нестабильным будет коридор затмений, по большей части эмоционально нестабильным, поэтому эту историю тоже, дорогие, понимаете, людей как минимум будет шарашить. У Скорпионов первой декады начнется как раз-таки вот это весеннее движение, мощное, яркое, интересное, и через какие-то неожиданности в работе, в карьере, в отношениях тоже. Но опять же, отношения нужно подтянуть, не ругаться, потому что еще и северный кармический узел в соединении с Венерой, и, между прочим, и северный и южный кармические узлы благоприятно влияют на скорпионов первой декады. Поэтому здесь, дорогие, реально таки понимаете, что вам по кармическим задачам сейчас нужно выстоять мощь этого февраля и следующий за ним март. Это скорпионы первой декады. Вот у вас вот так, ребят, понимаете? Заодно вам говорю, что март будет продолжением февраля. И если вы в феврале потрясающе справитесь, то в марте вы просто будете доделывать все те сложные дела, которые у вас, например, были. Там пробивание в работе, договориться в отношениях, вот все этой истории, потому что здесь очень хорошо поможет знание психологии, например, да, отношений в паре и вообще объективно такая история. Посмотреть на свои отношения не только со своей стороны, а со стороны партнера. То есть вот такая история. Скорпионы второй декады. Для вас история в этот коридор затмений только в рост, только в развитие, потому что если вы видите вот здесь Юпитер, он в потрясающем аспекте с Меркурием во второй декаде рыб, и все это прекрасно в таких же тринах работает на Скорпиона второй декады, поэтому у вас здесь должен произойти такой большой масштабный скачок в работе, либо же в личной жизни. Я рассказываю, да, как говорится, а вы предполагаете и сами смотрите на свою жизнь, хотите ли вы этого или нет, потому что у меня здесь гороскоп вроде как такой идеалистически оптимистичный, то, как у вас должно случиться, вопрос. Не все люди даже справляются с множеством гармоничных аспектов, когда очень много событий приходит в жизнь, и кто-то почему-то выбирает, от чего-то отказывается. Скорпионы второй декады, включите свой максимализм. Вот в феврале захотите много и сделайте много. И спасибо себе потом за это скажете. Поэтому, дорогие скорпионы второй декады, если вас 1 февраля начинает штормить, и вы начинаете злиться на людей, на близких, на окружение, на вторую половинку, на начальника, работодателя, не знаю, с кем вы работаете, с кем вы живете, посмотрите, почему же они вас так раздражают. Возможно, они вам говорят все то, что вы и так сами знаете, но почему-то бездействуете. Скорпионы второй декады на этот февраль, ну и если вы в феврале зажгетесь, вот прям мощно запылаете, тогда март у вас будет тоже потрясающий. Это я вот и март, и апрель. То есть сколько вы будете пожинать плоды своего внутреннего такого успеха, либо же вы будете сидеть на скамейке запасных, и потом, вот уже, понимаете, осенью 2026 года, когда Юпитер будет находиться во второй декаде Льва, вторая декада Скорпионов будет очень сильно сожалеть и вот об упущенных возможностях очень сильно переживать. Не надо так делать, надо вот сразу брать и все и делать. Скорпионы третьей декады. В этот коридор затмений, смотрите, вот начинается коридор затмений с такой мощной встряски, будет казаться, что рушится все, потому что здесь вот и Солнце, и Луна находятся в квадратурах с Ураном. Уран еще и в оппозиции вот сюда идет, поэтому здесь, понимаете прекрасно таки эту историю, будет очень сильно штормить. Выстоите ли вы? 100% выстоите. Если у вас рушится сделка по приобретению недвижимости, ищите что-то новое, договаривайтесь. Вся история вообще у вас договорится и в этот коридор затмений. И я забегаю вперед. У нас с 26 февраля включается ретроградный Меркурий. Он будет в третьей декаде рыб в соединении с Венерой. Поэтому здесь, дорогие скорпионы третьей декады, у вас вообще история максимально все, вот совсем договориться, совсем справиться. Вот если вы не будете страдать и рыдать, тогда у вас все получится. Берите планку, ту, которую вы считаете ваша, вспомните все свои 1,5-2 года последние, за что вы бились, что хотели разрулить, что хотели себе взять, и делайте это. Февраль – это как раз-таки та история, когда нужно ее сделать. У нас растущий лунный цикл коридора затмений, поэтому это тот самый коридор затмений, если вы меня смотрели, например,
Осень 2023 года. Вот у нас там был коридор затмения на растущем лунном цикле. Помню, мне отписались тогда, когда я говорила, здесь нельзя сидеть, здесь нужно сделать вот плюс 10 своих возможностей, просто летать как пчела постоянно. И вот кто сделал, тот потом отписался, сказал: Женя, спасибо. Я вам говорю, сделайте и еще больше, чем делали тогда, и у вас получится реализовать все то, что вы хотите. И вот эти все штормы вам покажутся просто какой-то некой новой ступенькой для роста, и все у вас будет хорошо. Быстренько скажу про ретроградный Меркурий. Он у нас будет с 26 февраля по 20 марта. Он будет в рыбах, пройдет все 3 декады. И история в том, что это гармоничная позиция для скорпионов вообще всех декад. Это история того, чтобы договориться. Договориться в финансах, договориться в отношениях. Если вам кажется, что как-то вроде вас не поняли в сделке, да, или на работе, поговорите еще раз, закрепите это финансово, проверяйте документы. Я не хочу сказать, что у нас ретроградный Меркурий в этот раз враг, нет. Он в гармоничном аспекте уходит в ретроградность. Это гармоничный аспект с Ураном, гармоничный аспект с Юпитером. Движение в будущее, в развитие, и тогда все у нас будет хорошо. Но вопрос того, как мы закончим коридор затмений 3 марта, я, конечно же, запишу об этом видео там в последних неделях февраля, да, но у нас полнолуние в Деве, видите, да, напряжение. При всем при этом могу сказать, что я уже говорила, что март у нас такой, это пролонгированное действие февраля, да. Опять же, очень много силы, очень много действий у тех, кто будет это делать. Кто делать не будет, будет сложно, понимаете, я о чем говорю. И здесь история, что нужно делать. Скорпионы, я не могу вам оставить такой момент и сказать, сидите, расслабляйтесь, ничего не делайте, потому что, скажем честно, такой месяц нельзя упускать, его нужно брать, потому что такая сила не часто дается. То есть все, что сделано будет в феврале, еще и март и апрель вас будет кормить в прямом смысле, да, и только идти на повышение, не сдаваться. То есть это не та история, которую сейчас я вам скажу, вкладывайтесь все свои силы, все свои деньги, и не получится. Получится. Главное понимать, что вам это нужно, для чего это вам нужно, и вы к этому давно шли. Но скорпионы, как правило, всегда это и понимают. Ну что, дорогие, вот такой гороскоп на февраль. Я желаю вам потрясающего месяца. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях. В конце видео по классике актуальные ролики. Если вы еще их не смотрели, посмотрите, примите верные решения. Ну, а я желаю вам прекрасного месяца и увидимся в следующем ролике. Пока-пока.